Pixus Combo от украинского бренда. И тут у меня такой, знаете, интересный момент. Combo он называется не просто так, потому что в бюджетном планшете, а это именно бюджетный планшет, собралась комбо-комбинация. Давайте, вот я начну сейчас перечислять. Большой 11-дюймовый, очень яркий IPS NCL дисплей. Full HD+, кстати. Металлический корпус. И вы такие, ну, вроде ничего особенного. Квадрозвук, 4 динамика. Уже лучше, да? DRM L1 для Netflix. Ну ладно, так себе. Потом поехали. GPS, 4G. При этом на две карточки можно поставить, а можно одну карточку и вторую карточку microSD на 1 терабайт добавить памяти. 8 гигабайт памяти, который можно расширить плюс 16 из хранилища. 256 хранилища. Android 15. Слушайте, ну не комбо. При том, что это бюджетный планшет, еще и здесь процессор у нас Unisoc Tiger T620, 8-ядерный с ядрами Cortex A75. Это, кстати, не те старые, там 606, 616, нет, это новые Unisoc, уже более мощные, с Mali G57 ускорителем, и поиграть мы на нем действительно во что-то сможем, обязательно покажем. Оснащен камерой, вот таким вот сдвоенным модулем, он сам по себе металлический, но камеры, вот давайте, буду честным, камеры это самое слабое звено, хотя... Чего мы хотим от бюджетного планшета? Нет, камеры фотографируют, и даже в некоторых вариантах они фотографируют хорошо. Ссылки на фотографии в описании под видео, что я там что-то нажал, да, мне тут лисичка показывает. Вот так вот. Ссылки в описании под видео на оригиналы фото и видео можете оценить сами. Но какое предназначение камер в планшете? Фронталка это чисто вот, скажем так, сделать какой-то коммуникативный звонок там, через Google Meet, как пример, да, а заднее, ну, сфотографировать документы. Для документов вообще идеально. Сфотографировать счетчики, допустим, ну, такое тоже. Но где-то какой-то момент сфотографировать у меня вполне нормально. Слушайте, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас с вами пойдем его распакуем, посмотрим, сколько, где он, ну, вернее, что заявляет нам производитель. Ссылочки все в описании под видео, вы, конечно же, подписывайтесь, и потом идем уже тестировать. Видели? Вот так вот в чехле выглядит вот этот вот Pixus. И сам по себе чехол, вот так, смотрите, у нас есть коробочка, мы его открыли. То есть это хорошо, что под такие планшеты есть чехлы, потому что он немного такого нестандартного дизайна. Посмотрите на эту камеру. Давайте, смотрите, кстати, вот этот вот чехол, он с этими усилителями угловыми, для того, чтобы не разбился планшет при падении, не дай бог. Теперь смотрите, откладываем. Вот такой вот дизайн камеры. Две камеры, при этом AI, как всегда, со вспышечкой, металлическая рамка, снизу микрофончик видим, два динамика с одной стороны, два динамика с другой стороны, Type-C-шка, и есть лоточек для сим-картки. Для сим-карточки, смотрите, сим-картка у нас может быть одна сим-карта и может быть еще TF-карта для расширения памяти. Сверху кнопка включения, качелька громкости, есть еще один дополнительный микрофон плюс фронтальная камера. То, что, на что обратить внимание, следует сразу, видите, там 10-95 дюймов, Full HD, 90 Гц, Unisoc T620, ну в принципе это у нас правильно бюджетная модель, 8 на 256, 8800 мАh батарея с быстрой зарядкой на Android 15. И вот это вот особенность, поддержка 4G, Dual SIM, либо 4G LTE. 20-ваттная зарядка быстрая есть в комплекте, есть вот такой вот UTG кабель, вот такой вот интересный кабель зарядки и, конечно же, скрепочка, плюс дополнительно еще пленка. Пленка на экран, за это огромное спасибо. А сейчас идем настраиваем и уже потом сейчас увидим, какой там экранчик. Так что переходим. Так, Pixus Combo, твоя суперсила на каждый день. Интересно. Слушайте, Unisoc T620, процессор 24 года, 8-ядерный. Да, кстати, это из новиночки. 120-герцовый сенсор. Это идет не о экране, это как раз об опросе рук. То есть для того, чтобы было касание без задержек, то есть без input лага. Это для убирания input лага. У нас экранчик 1920 на 1211 дюймов, 90-герцовый экран IPS NCL. Очень яркий. Вы сейчас посмотрите, прямо очень яркий.
4К. Есть Widevine L1 для Netflix, для, допустим, того же самого Megogo и других там сервисов, которые можно сюда завести. 8 гигабайт ОЗУ, да, можно расширить до 16. В настройках, в принципе, я просто вам заявляю о том, что здесь есть 256 гигабайт хранилища и до 1 терабайта можно SSD-шечку сюда, microSD-шку сюда влепить. Теперь 16 плюс 2 мегапикселя основная камера, 8 мегапикселей фронталочка, 8800 мАh быстрая зарядка в комплекте, Android 15. Кстати, от ультра тонкий корпус, да, 7,6 мм, прям вот совсем-совсем. И 4G поддерживает, плюс Wi-Fi 5, плюс Bluetooth 5, датчик холла, гироскоп и навигация. Слушайте, ну прям понаписывали огромное количество всего интересного. Будем сейчас тестировать. Netflix, Megogo, да, Prime Video, прям очень много всего пишут. Асфальт, что у нас тут еще там, Call of Duty, PvP, ну да, в папах спокойно можно поиграть. Теперь проверим GPS, не будем, идем в характеристики, смотрим, что у нас тут. В принципе, мультитач на 10 касаний, IPS матрица, хорошо. Теперь, слушайте, 8 плюс 16 получается у нас виртуалка, да? А из GPS поддерживает GPS, GPS Baidu, Galileo. И быстрая зарядочка у нас, видите, до 20 Вт. Металл и пластик у нас корпус. Вообще-то так, давайте так, я вам ссылочки на то, где купить, разместил в описании под видео на все, что есть. Вы, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы пошли его уже тестировать, потому что расписано красиво. Насколько он, ну давайте чуть-чуть еще сюда, я хочу вниз посмотреть, что тут еще есть. До 7 часов просмотра видео, до 5 часов игр, до 12 часов музыки и 9 часов интернета. Хорошо, ладно, еще и фирменный чехол есть. Ладно, хорошо, переходим и тестируем. Так, а вот и экранчик включили. Смотрим, у нас есть рамки, само собой. Тут за этот бюджет другого и не могло быть ничего. Пробуем. Смотрите, у нас очень плавный экран, потому что здесь 90 Гц. То есть, если мы пойдем с вами в настроечки, пойдем с вами в экранчик, и мы увидим здесь с вами, смотрите, частота обновления 90 Гц. Можно поставить 60, можно автоматически. Тоже, в принципе, неплохо. Теперь дальше, об устройстве. Pixus Combo. У нас, смотрите, 8 гигабайт оперативочки. Full HD плюс экран. 8 ядер до 2 ГГц. 8,8 ампер час батарея. По Antutu 334 950 баллов. Мультитач тест у нас 10 касаний. И мы видим, да, 8 на 256, все тот же Pixus Combo, 6 ядер Cortex A55, 2 ядра Cortex A75 по 2,2 и 1,8 соответственно, ну и в принципе 64 разряда система, и дисплейчик у нас, видите, Mali G57. А сетевой коннект на текущий момент 433 мегабита. Ничего для нас нового, доступа к датчикам температуры нет, тротлинг тест делать бессмысленно. Но при этом такая мощность позволяет нам даже поиграть. И при этом неплохо поиграть. Играли мы здесь в PUBG. PUBG дает нам выбор на пресетов, то есть высоких. То есть мы можем пойти в Customize, выбрать максимальную частоту, выбрать средние настройки качества. И в принципе очень даже неплохо играть, без каких-то видимых лагов, тормозов самой игры, без существенного нагрева, потому что процессор действительно не такой мега мощный. Там это не 2, не 3 миллиона в Antutu. И действительно он так сильно не греется. Поэтому PUBG работает отлично. Кроме PUBG у меня здесь еще установлены игры, которые мы с вами потом посмотрим. Но интересует, что же мы можем делать на таком планшете. Да, что мы можем делать? Мы можем с вами поработать в социальных сетях, например. Вот я, кстати, смотрел вот недавно Honor Magic на DxOMark, Honor Magic 7 Pro. Блин, ну все хорошо работает, да, то есть отлично. При том, что мы можем здесь посмотреть ютубчик, вот, пожалуйста, звук тестируем сразу. Звук, кстати, очень приятный в том плане, что, смотрите, звук приятный, звук очень громкий, емкий. Когда вы играете, вы закрываете вот нижние динамики, верхние работают, и как бы 4 динамика на звук, это отлично.
Теперь по качеству самого дисплея очень яркий, хороший, с хорошими углами обзора, но он глянцевый, он не матовый. Матовый я предпочитаю больше, но глянец вообще отлично здесь отрабатывает. Не могу сказать, что что-то меня, допустим, насторожило. 1080p максимальная у нас с вами декодинг. Ну, интересно, даст нам сделать... Ах, нету даже этого, видите... Нету системного интерфейса, ну да ладно, что ты сделаешь. И, например, там эфирные телеканалы. Вот сейчас вот идет фильм, мы можем с вами переключать, допустим, телеканалы. Вот, пожалуйста, идет, и можем фильмы смотреть онлайн. Приходится, конечно же, скрывать мне контент, потому что YouTube ругается. Спокойно он подходит для проигрывания контента. Хотя, в принципе, планшет позиционируется как ультрабюджетный, в нем есть 4G модуль. Вы сейчас видите тест сети, в принципе, в центре Запорожья. Ну, Запорожье не самый лучший город для тестов. У нас он выдает до 30 мегабит на отдачу и спокойненько тоже работает, хотя это 4G без агрегаций, тут вы должны понимать. Есть у нас с вами обыкновенный, допустим, 5 гигагерцовый Wi-Fi, который у нас будет выдавать 300 мегабит, что очень даже неплохой показатель для, вот, для канальной скорости 433 мегабита. То есть при такой скорости вы можете смотреть практически любой контент, работать практически с любым контентом, либо с любым источником данных или тому подобное. Смотрите, дальше давайте 2.4 проверим, при том, что, смотрите, у меня сейчас яркость меньше половинки. Если я включу сейчас яркость на полную, то вы просто-напросто слепнете. Вот знаешь, вот реально пересвет на камеру идет. Это прям иногда раздражает. Давайте включим. Сильно яркий экран, хороший. Мы сейчас даже, если не верите, так, включили. Сейчас, если не верите, мы сейчас перетестируем даже YouTube. Я вам покажу, насколько ярко это все выглядит. Смотрите, вот при такой яркости. Так, Wi-Fi 2,4 ГГц работает намного выше среднего. Средний это у нас результат 50-70. У нас 90 мегабит в секунду на старом стандарте Wi-Fi. Это вообще отличный показатель, до 100, свыше 100 даже на отдачу. Тут действительно вопросов нет. Есть GPS, вот пока тест у нас заканчивается, есть GPS, вы сейчас видите, мы катались, допустим, использовали навигацию, и вот это вот частый вопрос, если, допустим, дальнобойщики берут такие планшеты с собой, покупают, чтобы была и навигация, и 4G в дороге, для того, чтобы где-то чего-то посмотреть, это тоже подходит. Смотрите, если я сейчас пойду, допустим, в YouTube заново, и стартану наш ролик заново, и посмотрим вот на углы при такой яркости, смотрите, то здесь вообще просто-напросто яркость просто сумасшедшая. Блин, звук классный. Классный звук. Смотрите вообще, он просто мега яркий. Также наличие гироскопа и датчиков холла, да, там различных моментов позволяет нам играть в такие игры, как Real Racing. Вы сейчас видите, я рулю как рулем, пожалуйста, загоняю, хочешь почувствовать себя гонщиком, ну, в принципе, тоже можно поиграть в такие игры без особых проблем. Как, в принципе, если вы танкист, то можете ощутить себя каким-то пресловутым танкистом. Сейчас мы играем в World of Tanks, спокойненько дубасим всех, ну, или нас дубасят, мы такие себе, конечно, видите, господи, игроки, ну то ладно. Теперь дальше. Shadowguns Legends позволяет нам играть в настройки средние на 60 FPS без особых тормозов и лагов. Нагрев мне тоже нравится в том плане, что нет такой супер мощности для того, чтобы появлялся какой-то истинный нагрев. И в принципе меня это дело устроило. То есть игры, пожалуйста, играйте. В AAA какие-то проекты, конечно же, не стоит рассчитывать. По камере тут все достаточно интересно. Камера у нас для таких моментов, не для, скажем так, экстра фотографий, потому что это все-таки трудно назвать планшетофоном. Немножко страдает цветопередача, мы должны быть максимально честными с нашими подписчиками. Немножко страдает цветопередача, немножко страдает автофокус. Да, лисичка, что у нас еще там? Да, там автофокус, немножко по экспозиции, но давайте не забывать цену этого планшета и то, что это все-таки планшет, а не камерафон. Да, по экспозиции немножко страдает и по автофокусу, видите, у нас там орешек в расфокусе
фокусе, и постоянно лисичка не могла сфокусироваться. Вот видите, здесь тоже экспозиция. А в целом, я вам скажу, сфотографировать какой-то документ, просто сфотографировать какой-то пейзаж, вполне себе неплохая камера. Я оригиналы закину в описании под видео, можете сами оценить, даже видео какое-то пишет, ну смотрим. Даже видео какое-то пишем, ну, лисичка с мелкоголическими лапками обычно, знаете, держит. Мы оцениваем таким образом, чтобы не было тряски, да, там какой-то. Давайте попробуем с вами фронталочку. Вот фронталочка, тут такой вот есть красивый, я вам запишу даже какой-то сэмпл видео. Так, записываем, и в принципе этой фронтальной камеры хватает для того, чтобы спокойно вести какой-то разговор по видеоконференц-связи и тому подобное. Я не скажу, что это прям камера, вернее планшетофон, я не скажу, что здесь мега суперовые камеры, это и не подразумевалось, но то, что в свой бюджет они что-то фотографируют, это факт. В общем-то, я готов уже пройти и сделать выводы по этому планшету. В качестве выводов скажу, учитывая бюджетность данного планшета, я могу его рекомендовать. Действительно, за маленькие деньги получить комбо-комбинацию 4G там, с GPS, с большим экраном, с большой батареей 8800 мА, с быстрой зарядкой, ну извините меня, очень даже неплохой вариант. В целом мы советуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.